Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Лана Конскова и мой канал «Вяжем, живем и радуемся». Сегодня вместе мы свяжем вот такой прекрасный пуловер, который я назвала «Колорит», потому что он просто поражает буйством своих красок. И для его вязания вам понадобится пряжа двух цветов: однотонная и секционная или меланжевая. И что очень важно, чтобы без оттенков основного цвета. То есть, чтобы в меланжевой пряже у вас не было того оттенка, который содержится в основной. А также вам понадобятся спицы двух размеров для резинки и для основного полотна, или вязальная машина, так как я буду объяснять, как вязать этот пуловер и на вязальных машинах, и на спицах. Я считаю, что этот пуловер можно с полным правом называть двухсторонним, потому что он одинаково прекрасно смотрится как на лицевой стороне, так и на изнаночной. Сейчас я покажу вам изнаночную сторону. Вот так пуловер выглядит на изнаночной стороне. И я считаю, что вот эти швы, которые вы здесь видите, нисколько не портят внешний вид, а наоборот добавляют некий шарм и выглядят как декоративные элементы. Ну вот поближе швы видны, что они очень красиво смотрятся, что они действительно в тему, и они нисколько не портят изделие, а наоборот даже украшают его. Что касается вязания узоров, то узор на машине связанный будет с изнаночной стороны всегда выглядеть так, и с лицевой стороны выглядеть так. А узор, связанный спицами, вы можете варьировать по своему желанию. Либо связать его изнаночной гладью, потому что на другой стороне он будет выглядеть так. Здесь он связан изнаночной гладью, либо связать его лицевой гладью. Для начала работы нам потребуется связать 3 образца. Это образец резинки 2 на 2, который вяжется цветной нитью. Образец лицевой глади, которая вяжется однотонной нитью. И образец самого узора, который будет вверху пуловера. Этот образец выполнен на машине по перфокарте, а этот узор выполнен спицами, хотя оба образца абсолютно идентичны по своей схеме. Как вязать резинку 2 на 2, я думаю, вы все прекрасно знаете, так же как и лицевую гладь, поэтому я не буду заострять ваше внимание на вязании этих образцов. А вот образцы узора мы разберем поподробнее. Образец узора на машине вяжется вот по такой перфокарте, но далее я буду рассказывать, как его же связать, если у вас простая машина, не перфокарточная. И спицами будем вязать вот по такой схеме. Если вам нужны схема узора, схема перфокарты, пишите, пожалуйста, в комментариях, я вам всем все пришлю. Что касается рекомендаций относительно самих образцов, я всегда стараюсь и рекомендую вязать их не меньше, чем 50 петель на 50 рядов. Это минимум, потому что изделие в процессе носки вытягивается, и если у вас будет больше образец, то и больше точности соответственно будет. Но для видео я связала небольшие образцы, например, вот эта лицевая гладь 50 петель на 100 рядов. Здесь 50 на 50 и по 10 рядов изнаночной глади с каждой стороны, сверху и снизу. И здесь тоже 50 на 50. Что касается узора, если мы будем вязать на машине, делаем такую перфокарту. Если вам нужна точная схема перфокарты, пожалуйста, пишите в комментариях. Я вышлю вам на почту эту перфокарту, всем, кто мне напишет. И у вас уже будет подробный рисунок. Вставляем эту перфокарту. Закрепляю перфокарту в перфокарточном устройстве.
Заблаговременно я уже связала 10 рядов кулерной гладью, чтобы не терять ни ваше, ни свое время. И теперь делаю холостой ход кареткой на включенной перфокарте для того, чтобы зафиксировать рисунок. Я просто подниму каретку и проведу ею 2 ряда туда и обратно. Теперь я ее зафиксирую. Вы видите, перфокарта встала в нужном положении, и рисунок уже отражается. Теперь ручку узора выбора я ставлю на Ти. Тук, так, пресс, кому как удобно. И боковые рычаги с обеих сторон я ставлю на треугольнички. После чего я уже вставляю цветную нитку и прохожу 2 ряда по перфокарте. Для того, чтобы кромочные всегда были красивыми и провязывались, перед каждым рядом обязательно выдвигаем их в переднее нерабочее положение. И когда идете слева направо, справа налево, обязательно выдвигайте эти иглы. Тогда они будут провязываться, и кромка узора будет очень красивая и аккуратная. Вот я прохожу кареткой. Первый ряд. И при ближайшем рассмотрении уже видно, что образуются накиды. Вот видите, да, накиды образуются. Это как раз и будут те места, где узор будет подтягиваться. Теперь я снова выдвигаю кромочные петли в переднее нерабочее положение и провязываю второй ряд узора. Теперь я снова меняю нить. Была цветная, теперь будет белая. Выдвигаю крайние иглы и провожу теперь ряд белой пряжки. Теперь второй ряд. Тоже выдвигаем. Каждый ряд абсолютно выдвигайте эти петли, эти иглы. И вот уже видно, как идет формирование рисунка. Сейчас покажу поближе. Вот вы видите, уже образуются накиды, уже провязы, и вот такая красота получается. Очень красивое сочетание, мне очень нравится. Ну и дальше. Также чередуете, идете по перфокарте, чередуете 2 ряда белой пряжи. Вот у меня 2 ряда цветной. И так дальше продолжайте. Сколько вам нужно для образования вашего образца. На изделие, сколько вы рассчитаете, нужно связать для изделия. Для тех, у кого простая машина, не перфокарточная, как делаете? Смотрите. Там, где на перфокарте не пробитые дырочки, я также вам могу прислать эти все файлики. Где не пробиты дырочки, там вы выдвигаете иглы в переднее нерабочее положение. Также можно сориентироваться по схеме печатной. Тоже, кому нужно, напишите в комментариях, пришлите, пожалуйста, схему узора, и я вам вышлю. Здесь указаны только нечетные ряды, но в четных рядах делается то же самое, что и в четном. То есть вы на месте галочек выдвигаете иглы в переднее нерабочее положение, ставите частичное вязание и провязываете. И получается, у вас на этих местах будут накиды. И далее по схеме. То есть вы потом, переходя уже на 3-4 ряд, вот эти иглы, до этого выдвинутые в переднее нерабочее положение, задвигаете в рабочее положение, а уже
Эти галочки в переднее нерабочее положение. Если что-то непонятно, то пишите, я вам всегда отвечу. Буду рада помочь вам. Ну вот сейчас я довяжу этот узор, этот образец и покажу вам, что получилось в итоге. Ну и вот такой классный образец получился. Теперь, чтобы его закончить, обрываем цветную нитку, вяжем еще 10 рядов кулерной гладью, закрываем петли и все, образец готов. И, конечно же, не забудьте поменять настройки каретки, чтобы не пришлось перевязывать и распускать ряды. Ставим рычаг выбора узора обратно на лицевую гладь. Крайние рычаги опускаем обратно на кружочки с обеих сторон. И вяжем 10 рядов кулерной гладью. И в итоге посмотрите, какая красота получилась. Очень простой, но в то же время изысканный узор. Теперь о том, как вязать его вручную на спицах. А сейчас я хочу показать, как вяжется этот узор спицами. Заодно рассказать маленькую хитрость, чтобы не бегал цвет туда-сюда, как бы не было разрифления между цветами в рядах, то я вяжу последнюю кромочную петлю тем цветом, какой следующий ряд будет. Вот сейчас я провязала последнюю кромочную петлю нитью цветной. Заранее я уже связала 10 рядов изнаночной гладью. Делаю это для того, чтобы можно было нормально рассчитать узор, чтобы из-за образующихся ромбиков и перетяжек он, как бы сказать, не хромал. Теперь я снимаю кромочную. И следующую петлю, судя по схеме рисунка, я должна снять как изнаночную, а ниточку оставить за работой. И теперь 11 петель я провязываю изнаночными петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. А 12 петельку снова снять, нить за работой. Снова 11 петель изнаночными, а 12 снимаем и нить за работой. И так до конца ряда. Вот такой рядочек получился. Провязанные 11 петель изнаночными и снятые петли. Нить за работой. Теперь в изнаночном ряду я вяжу все то же самое, что и было в лицевом, согласно схеме. Но там, где были изнаночные петли, вяжу по рисунку лицевые. А где пропущенные петли, снятые, их тоже снимаю, но ниточка перед работой. Снимаем петлю, нить перед работой и 11 петель лицевыми. То есть вяжем по рисунку. Единственное, что снимаем, когда петлю, то ниточка у нас должна быть всегда с изнаночной стороны. Вот уже почти я довязала. Вот 11 петля и снова нить перед работой. И дальше вяжу по рисунку. Вот так выглядит изнаночная сторона после провязывания второго ряда цветной ниткой. Ну и в общем, дальше можете связать сами. Единственное, сейчас объясню закономерность по схеме. Все очень просто. Выделенные ряды, то есть каждый нечетный ряд, вяжется изнаночными петлями. Следующий ряд повторяется также по схеме, то
то есть изнаночный ряд, но он вяжется уже лицевыми. И эти галочки обозначают, что вы должны снять петлю. В лицевом ряде вы ее снимаете, и нить у вас за работой, а в изнаночном вы провязываете также по узору, но нить у вас должна быть впереди работы. То есть ниточка всегда должна оставаться с изнаночной стороны. И как распределяются ряды? Выделенные темным ряды — это ряды цветной нити. Светлые ряды — это ряды белой нити. Раппорт составляет 12 петель. Для образца я набрала 50 петель. То есть 4 раппорта по 12 петель и плюс 2 кромочные петли. И посмотрите, какой бесподобный образец получается, если вязать спицами. Я вот подумала, пока это все снимала, и решила, все-таки я свяжу 2 пуловера. Один будет связан спицами. Начало будет на машине, чтобы побыстрее, а верх уже я свяжу спицами. И другой образец, другой пуловер я полностью свяжу уже на машине. Теперь образцы для расчетов готовы. Вы видите, что узор для ручного вязания и машинного вязания немножко различаются. Узор машинной вязки имеет более обтекаемую форму, менее резкие переходы между цветами и рядами и более вытянутую форму элементов. А узор ручной вязки более структурирован, имеет более выраженные переходы между самими цветами, между рядами и между границами самих элементов. И еще, друзья, я очень хочу поделиться с вами своей давней наработкой. Вряд ли вам где-то об этом еще скажут, но путем многократных экспериментов вязания вручную и на машине я выяснила, что коэффициент между плотностью машинного вязания на 5 классе и плотностью ручного вязания составляет 2,66. Я напишу вам на экране эту цифру. То есть, если, например, плотность на машине 10, то 10 делим на 2,66 и получается номер спиц 3,75. Или наоборот, например, номер спиц у вас номер 2, я говорю это все в диаметрах, как у нас исчисляется в России, то 2 вы умножаете на 2,66 и получится, что плотность машинного вязания 5,3, то есть 5 с одной звездочкой. Но повторюсь, эти расчеты верны только для 5 класса. У меня также есть расчеты и для 3-4 класса, но об этом в других мастер-классах расскажу. А это именно для 5 класса с расстоянием игл 4,5 мм. Например, вот эти образцы связаны с применением этого же коэффициента, и они и по ширине, вы видите, и по высоте абсолютно идентичны друг другу. Это с применением этого коэффициента. Для чего я это все рассказываю? Дело в том, что очень многие мастерицы владеют спицами, машиной, крючком, и поэтому, если, например, больше понравился узор, связанный спицами, а не на машине, вы можете связать какую-то часть, например, резинку, лицевую гладь на машине, а затем, используя этот коэффициент, уже продолжить вязание спицами. Согласитесь, это очень классная идея. И напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такая идея с формулой коэффициента и с комбинированным вязанием. Мне очень будет интересно ваше мнение. Ну и теперь, когда мы измерили плотность вязания наших образцов, можно приступить к расчетам. Я сами расчеты производить не буду, у каждого своя плотность, но я объясню, как сделать схематический чертеж. Длину изделия мы измеряем от 7-го позвонка
до тазобедренного сустава. Это классическая длина для свитеров и для пуловеров. Рекомендуемая высота резинки в данной модели 8 сантиметров, как на переде и спинке, так и на самом рукаве. Глубина выреза горловины, я рекомендую ее делать примерно 10-12 сантиметров, а ширину горловины 20-23 сантиметра, так как горловина должна получиться емкой и глубокой. На чертеже я указала, что это резинка, она уже 8 сантиметров, как я уже сказала. Изнаночная гладь, также она здесь на рукаве изнаночная гладь. И узор. И вот здесь узор. На рукаве высоту узора я рекомендую делать примерно 8 сантиметров. Но делайте так, чтобы раппорт узора не срезался. Раппорт узора 10 рядов. Вот чтобы он был примерно кратный 10. И узор на переде спинки будет равен по высоте глубине проймы. Пройма прямая. И вот эта высота, получается, она совпадает с высотой узора. Как измеряем ширину изделия? Можно воспользоваться типовыми таблицами, их очень много в интернете. Можно посчитать самому по индивидуальным меркам. У меня это, например, как я лично считаю, это моя личная формула. Я уже давно не заморачиваюсь, сколько же мне сантиметров прибавить на свободное облегание. Я просто к обхвату бедер, деленному на 2, то есть на одну половинку, прибавляю примерно 10-15 процентов для свободы облегания. Вот эта цифра 10-15 процентов это свобода облегания. Ну и, естественно, умножаю на плотность вязания, в данном случае на количество петель в 1 сантиметре. Высоту проймы я тоже считаю по своей формуле. Я беру окружность руки в самой верхней части, вот здесь вот, как бы измеряем подмышкой. Делю это число на 2 и тоже прибавляю 10-15 процентов. Еще есть такая формула типовая, когда берут полуобхват груди и делят его на 3. И прибавляют кто 3 сантиметра, кто 5. Вот это очень напрягает, то, что все это разнится. Я вот сколько считала, вот моя формула, она прям безотказная. Можете ею пользоваться, пожалуйста. Специально для вас вот и публикую. Далее ширина рукава в нижней части, ширина манжеты. Она вычисляется так же, как и ширина переда и спинки. То есть берем окружность руки в нижней части, в запястье, и прибавляем тоже 10-15 процентов. Так, далее у меня здесь по списочку. Это я себе сделала пометки, чтобы не запутаться, что я сказала, что нет. И вот высота резинки, высота узора совпадают. Примерно 8 сантиметров должны быть. Далее, как считаем, сколько рядов надо на изнаночную гладь? Мы берем высоту изделия, длину изделия, рукава ли, переда ли, спинки, все равно. Отнимаем отсюда 8 сантиметров резинки. Отнимаем от этой же длины, опять-таки же, высоту узора. И у нас остается в сантиметрах, сколько изнаночной глади должно быть. Ну и, соответственно, потом уже умножаем на количество рядов в нашей плотности вязания. Теперь, что касается горловины. Как ее высчитать, как ее закрыть? Вот у нас есть какое-то количество петель общее, которое нужно закрыть. Мы это количество петель делим на 3 части. Например, у нас здесь надо 60 петель закрыть. Вот мы разделили на 3 части по 20 петель, условно говоря. Давайте я напишу, чтобы было всем понятней. Вот 20 петель, например. Здесь 20, здесь 20 и здесь 20. А всего 60.
Теперь 20 петель нужно сразу закрыть. То есть вы начинаете горловину и сразу закрываете вот эту 1/3 часть посерединке. То есть ее закрываем сразу. Вот я ее зачеркну. Теперь с каждой стороны у нас останется по 20 петель. И вот эти 20 петель опять-таки же надо разделить примерно на 3 равные части. И вот сколько петель получится в каждой части, то в первой части мы закрываем по 3 петли в каждом втором ряду. Во второй части мы закрываем по 2 петли в каждом втором ряду. И в третьей части по 1 петле в каждом втором ряду. Если что-то остается, то просто вяжем прямо до конца выреза горловины. Ну и как примерно можно рассчитать вот эти 20 петель. 20 делим на 3. Получается у нас 6 и остаток 2. Теперь здесь в первой части надо закрыть по 3 петли в каждом втором ряду. То есть закрываем в первой части. Помним, у нас 6 петель. Это равно 3 плюс 3. Теперь вторая часть. Опять-таки же 6 петель. Надо по 2 петли закрыть. И помним, что у нас еще здесь остаток 2. Мы можем этот остаток 2 убрать либо в эту часть, во вторую. И сделать, допустим, 2 плюс 2 и плюс 2. Это получится уже 6, вот это число. И прибавить еще 2, вот этот остаток. Либо же убрать по 1 петле в каждом втором ряду в третью часть. Вот я обведу, что вроде как ее может здесь и не быть. И в третьей части у нас тоже 6 петель. И получится, что 1 плюс 1 плюс 1. То есть 6 единичек. Вот они, 6 единичек. И можем сюда же прибавить остаток 2. Вот он. Либо вы его сюда добавляете, либо сюда. Вот этот остаток. Если остается еще по высоте нужное количество рядов, еще нужно дальше провязать, то вяжите просто прямо без всяких убавок. Теперь о том, как вязать рукав. Ширина рукава верхней части мы измеряем под мышкой верхнюю часть, обхват руки, и добавляем к этому числу 10-15%. Ширину резинки я измеряю по изнаночной глади. То есть я меряю, сколько у меня должно быть петель в изнаночной глади. И уже столько петель набираю резинкой. И ширину манжеты я измеряю также. Тоже обхват запястья беру и прибавляю 10-15%. Для того, чтобы нам вычислить длину рукава, мы измеряем длину руки. Длина руки у нас начинается на суставе плеча, где мы руку поднимаем, у нас чувствуется сустав плеча. И заканчивается на запястье, где у нас вот кисть сгибается, где вот у меня вот веревочка, фенечка. Вот там у нас находится запястье. До него мы измеряем длину рукава. И если вы не хотите, чтобы у вас очень сильно задирался рукав при сгибе руки, то добавляйте еще 2 сантиметра. По крайней мере, я всегда делаю так. Теперь нужно измерить ширину спинки изделия, ширину спины от сустава плечевого до следующего сустава плечевого и разделить это на 2. И затем уже от длины руки отнять это число. Вот эта формула. Она измеряет длину рукава. Еще раз повторюсь, что на манжете и сам узор вяжем по прямой, без всяких скосов, без всякого добавления петель. Скос у нас находится только на изнаночной глади, только на этом участке.
Теперь от длины рукава нужно отнять высоту резинки 8 сантиметров, высоту узора 8 сантиметров, и получится уже высота самой изнаночной глади. Теперь, когда мы знаем высоту изнаночной глади, считайте, сколько нужно рядов в высоту. И для того, чтобы узнать, сколько петель нужно прибавлять, точнее, по одной петле в каком ряду нужно прибавлять, для того, чтобы шло расширение рукава, нужно применить вот эту формулу. Мы берем за основу высоту рукава в рядах вот этой части изнаночной глади и высчитываем количество петель в верхней части рукава, сколько у нас вот здесь должно получиться по ширине. Затем отнимаем количество петель в нижней части рукава, то есть на манжете, вот здесь. Делим эту разницу, это число на 2. И потом уже получившееся число мы берем и высоту рукава в рядах делим на это число. Вот эта формула. И получится, в каком по счету ряду нужно прибавить, вот я здесь прибавить по одной петле для того, чтобы у нас получился скос рукава. Вот я исправила, я это понимаю, но чтобы вы не запутались. Вот можете сделать скриншот и оставить. Если кому нужно, я могу все свои записи, пожалуйста, прислать вам тоже на почту. Как я вывязываю горловину при машинном вязании? Я выдвигаю в работу рычаги частичного вязания. Вот эти. Затем я выдвигаю в работу все иглы левой стороны и еще часть с правой стороны. Смотрите, у меня по плану в первом ряду закрыть 20 петель для начала горловины. Значит, с правой стороны я захватываю еще 10 петелек. Еще 10 игл я выдвигаю в переднее нерабочее положение. Затем я довожу каретку до этого места и закрываю 20 петель в моем случае. У вас это может быть другое количество петель. И затем продолжаю вязать уже на левой стороне с тем же частичным вязанием, но выдвигаю иглы уже с правой стороны, чтобы они не провязывались. И еще один немаловажный момент. Запомните, на каком ряду по перфокарте вы остановились. Какой ряд у вас должен выглядывать. Для того, чтобы потом уже правильно связать вторую половинку полочки. Вот сейчас этот ряд, который у меня смотрится, я пройду, он у меня спрячется. Пройду я другой ряд, но этот у меня спрячется. Значит, потом я уже должна буду начать со следующего ряда, когда я уже начну вязать правую сторону. Вот я прошла кареткой, и теперь вот следующие 20 игл в моем случае я закрою. Вот я прошла кареткой налево. Ниточка у меня осталась зацепленной перед выдвинутыми иглами. И теперь я закрываю петли, нужное количество для начала формирования горловины, самым обычным способом через колок. Вот теперь, когда я уже закрыла петли начального ряда горловины, я должна выдвинуть иглы в переднее нерабочее положение с правой стороны. А с левой стороны, наоборот, задвинуть их в работу и вернуть каретку в исходное положение. После того, как я выдвинула иглы в переднее нерабочее положение, нужно снять закрытые петли горловины. Делаю я это таким вот крючочком. Он есть в наборе к машине. Достаточно просто аккуратненько поддеть и стянуть петельки. После того, как я освободила петли горловины в начальном ряду, провожу кареткой
в обратную сторону. И возвращаю перфокарту на 2 ряда обратно, потому что мы проехали 2 ряда. И теперь у нас снова будет тот ряд, который мы проходили с левой стороны. Также счетчик рядов тоже на 2 ряда обратно. Вот перфокарту я возвращаю на 2 ряда обратно. И также счетчик рядов на 2 ряда обратно. Теперь беру декер и возвращаю иглы левой стороны в заднее рабочее положение. Так делаю со всеми иглами на этой стороне. А иглы с правой стороны так и остаются в нерабочем положении. Потому что сейчас будем вязать левую сторону, вот эту, а правая сторона будет не провязана пока что. Ее будем вязать уже после того, как будет связана левая сторона. Так делаем до конца ряда. Теперь, когда каретка находится в исходном положении, когда перфокарту и счетчик рядов мы вернули на 2 ряда обратно, то провязываем по левой стороне тот же самый ряд, который был только что провязан здесь. С левой стороны провязываем. Обязательно не забудьте навесить грузик, для того, чтобы край горловинки не слетел. И на что обратить внимание. Теперь на частичном вязании выдвинутые иглы, крайние, провязываться, естественно, не будут. Поэтому, если получится так, что на крайней игле по рисунку образуется накид, то мы эту иглу провязываем вручную. И еще один момент. Когда мы вяжем только с одной стороны, с левой или с правой, то может быть случится такое, что каретка не полностью пройдет перфокарточное устройство. И тогда узор может сбиться. Поэтому, проводя каретку в ту или иную сторону, всегда уходите за перфокарточное устройство. Хотя бы на пару сантиметров. Вот так должно получиться, когда вы провяжете уже 2 ряда левой стороны полочки. Теперь нужно присоединить другую ниточку другого цвета и закрывать сколько вам нужно для скоса горловины до тех пор, пока полочка не будет, половинка полочки не будет связана. А для того, чтобы не было ступенчатых переходов, я вам покажу маленький мой секретик, как я это делаю. Здесь ничего сложного. Я просто беру одноушковый декер, снимаю самую крайнюю петельку и перевешиваю ее на соседнюю. А затем уже закрываю, сколько нужно петель. То есть, когда мы перевесили одну петельку на соседнюю, это уже минус 1 петля. И затем уже до нужного количества петель убавляете обычным способом через колок. В моем случае мне нужно убавить 3 петли. Значит, одну петлю я уже убавила, когда перевесила одну петельку на другую. И мне нужно закрыть теперь еще 2 петли. Вот я провязала, точнее сократила 3 своих петли. И вот такой аккуратный переход, никаких ступенек. Сейчас я буду закрывать горловину, довязывать левую сторону этой полочки. И в конце, естественно, я покажу, какая аккуратная горловинка получается. И еще, вот я закончила ряд цветной ниточкой. И ею же я закрыла начало следующего ряда. И теперь я начинаю вязать белой ниточкой. И вот когда я закончу, провяжу ею 2 ряда, то ею же и закрою. Ну, а вы делаете так, как вам, конечно, удобнее.
Ну и как вы видите, скос горловины получился очень аккуратным, без ступенечек. Он имеет округлую форму, поэтому рекомендую вам делать убавление на горловине именно таким способом. Кстати, он очень пригодится еще и при вывязывании проймы, а также оката рукава. Ну вот, дорогие друзья, я добралась до правого плечика. Теперь каретка у меня стоит с левой стороны. Мне ее нужно отправить на правую сторону, чтобы снова зафиксировать ряд, по которому будем вязать. Иначе будет сбой рисунка. Как я это делаю? Ручку выбора узора я ставлю на 0. Открываю каретку. И в таком положении отправляю ее на правую сторону. Иглы у меня вышли в переднее рабочее положение, но потом их все равно нужно будет полностью заправить под петельки. Теперь по перфокарте. Мы не помним, на каком ряду остановилась у нас перфокарта, из какого ряда нам вязать. Но знаем, что этот значок на игольнице обозначает начало и конец нашей перфокарты. То есть, где вы видите вот этот значок, значит, здесь пошел раппорт перфокарты снова. Теперь смотрим, где находится у нас накид. Накид находится на этой иголке. То есть от раппорта это будет 1, 2, 3, 4, 5. 5 игл. 1, 2, 3, 4, 5. И 6-я с накидом. Запомнили, что от раппорта это будет 5 игл и 6-я с накидом. То, что выглядывает здесь, это не то. То, что вяжется у нас внутри, уже в барабанчике перфокарточного устройства. Поэтому как делаем? Вот у меня, например, в фиксации видно, что как раз здесь 5 петелек провязаны и следующий накид. То есть я правильно подобрала. Но нам надо провязать только один ряд. Поэтому я убираю фиксацию, то есть включаю перфокарточное устройство и кручу колесико вперед. И смотрю, здесь уже 2. То есть как бы следующий уже пошел ряд и следующий цвет. Возвращаю обратно. Вот она одна. И как раз 5 петель и 1 накид. И снова раппорт и накид. Поэтому именно этот момент оставляем, фиксируем. И теперь с такой же открытой кареткой, с настройкой ручкой выбора узора на 0, с обеих сторон рычаги на треугольнички, проводим один ряд. И у нас происходит фиксация узора. Теперь можно отпустить перфокарточное устройство в работу, обнулить счетчик и начать вязать далее по узору. Но помним, что этот ряд у нас уже будет сейчас второй от того, который мы провязали. Здесь у меня цветная нитка, значит, я должна этот один ряд провязать далее цветной ниткой и затем сделать смену цвета. Ну и дальше по вашим расчетам, как вам нужно, вяжете. Идентично левой стороне, но в зеркальном отображении. Ну и, конечно же, не забудьте поправить иголочки, вывести их в обычное рабочее положение, чтобы они были задвинуты. Ну а каретку следует закрыть и ручку выбора узора поставить на буковку Т. Еще хочу обратить ваше внимание на такой момент. Вот я уже оборвала цветную ниточку. У меня остались последние 2 ряда плеча. Но я буду провязывать только один ряд. У меня это сейчас будет белая ниточка по очереди.
И почему я провязываю только один ряд и затем закрываю петли? Потому что когда будет стык шва плеча, будет как бы утолщение. И полоса вот эта вот, которая у меня будет на тот момент белая, будет смотреться как удвоенная. Поэтому я рекомендую провязывать в конце плеча только один ряд и затем уже закрывать петли. Теперь, что касается прибавок на скосах рукавов. Берем крайнюю петлю, переснимаем ее на следующую иголку, поднимаем дужку со второй иголочки от края, вот эта вот петелька, одеваем ее на освободившуюся иголочку, и все. Теперь можно провязывать. Это была прибавка. Самая простая, я считаю. Ну вот, дорогие друзья, после того, как готовы все детали, нужно приступать к сшиванию. После этого будет обработка горловины. Горловину можно обработать тремя способами. Либо резинкой и затем в карман. Это можно сделать и на машине, на спицах, либо просто в карман. Или можно обработать жгутом. По-другому он еще называется шнур айкорд. Ну и встретимся теперь, когда изделие будет готово. Дорогие друзья, подошел к концу мой мастер-класс. Я надеюсь, вам он понравился. И согласитесь, этот пуловер действительно заслуживает своего места в вашем гардеробе. Он действительно удобный, легкий, действительно красивый и очень колоритный. А с вами была Лана Конскова. Очень была рада вместе с вами связать эту прекрасную вещь. И я надеюсь на ваши лайки, вашу поддержку, комментарии. Спасибо вам за ваше внимание и до новых встреч. До свидания.